Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я готовлю солнечный салат. Нежный, воздушный, сочный. Этот салат – настоящая гастрономическая ностальгия. Такой рецепт был популярен еще в 80-е годы. Но, конечно, сейчас я его делаю со своими дополнениями и изменениями. Готовится этот салат всего лишь за 10 минут, и его можно подать как к обеду, так и к праздничному столу. Обязательно попробуйте и напишите в комментариях, помните ли вы такой салат. Для рецепта мне понадобится очень интересно, что в этом салате используем сырую морковь. Она придает такую легкость и свежесть салату. Натираю морковь на мелкой терке. Сейчас я подготавливаю очень интересный такой морковно-яблочный слой. Именно он выступает изюминкой в этом салате. И, конечно, в этом море пользы. Я использую 2 довольно крупные моркови, так как этот слой я буду повторять 2 раза. Терочку не убираем. Сейчас буду сюда натирать яблоко. У меня вот такое большое зеленое яблоко с кислинкой. Очищаю его от кожуры. Представляете, какой полезный получается салат. Яблоко натираю на крупной терке. Яблоко такое сочное. Сразу яблоко сбрызгиваю лимонным соком, чтобы оно не темнело. Добавляю лимонного сока буквально совсем немного, чайную ложку. И слегка все перемешаю. Это еще не все. Этот слой получается самый интересный. Фактически можно сказать, что это уже как отдельный салат. На мелкой терке натираю 2 зубчика чеснока. Грецкие орехи порублю ножом. Причем часть орехов я буду добавлять в морковно-яблочный слой, а часть оставлю для украшения. И, конечно, я рекомендую использовать обжаренные орехи, либо обсушенные в духовке. Я их порезала вот такими средними кусочками. Часть отберу для украшения, те, которые чуть покрупнее. Остальные орехи добавляю в миску. Добавляю немного соли и пару столовых ложек майонеза. Хорошо перемешиваю, и у меня получается вот такой очень интересный слой в салате, который уже и сам является салатом. Его можно есть уже так. Это очень вкусно. Также мне надо разделить белки и желтки у 5 отварных яиц. Как видите, вся подготовка занимает очень мало времени. Фактически нужно только отварить яйца. Приступаю к формовке салата. Я буду натирать сыр на мелкой терке, причем буду это делать прямо уже на тарелку для подачи. У меня здесь вот такой кусочек сыра чеддер, 200 граммов. Натираю половину. Можно использовать любой твердый сыр, какой вы хотите. Я натираю прямо в тарелку. Так получается салат будет более воздушный, очень нежный. Распределяю сыр по тарелке. И делаю сеточку из майонеза. Также беру половину белков. Натираю их на мелкой терке. Белки слегка распределяю также вилкой. И делаю сеточку из майонеза. Теперь буду добавлять наш основной слой из моркови. Разделю примерно пополам и выкладываю сверху. Вообще этот салат можно формировать и в разъемном кольце. Но мне так больше нравится, он получается такой более легкий. И хотя в этом слое уже есть немного майонеза, я все равно сделаю еще небольшую сеточку. И теперь я снова повторяю слои. Натираю на мелкой терке оставшийся сыр. Сразу его распределяю ровным слоем. Делаю сеточку из майонеза. Натираю яичные белки. Благодаря тому, что салат мы не прижимали, он очень пышный. Распределяю белки ровным слоем. Сеточка из майонеза. Сверху выкладываю морковь с яблоком. Я немного его придавливаю, потому что у меня вот этого слоя моркови очень много. Он здесь выступает как такой основной, очень сочный и вкусный. Уже вот такая красота получается. Но это еще не все. Снова делаем небольшую сеточку из майонеза и натираем сверху желтки. Сразу салат становится такой нарядный, красивый. Слой желтков майонезом промазывать не буду. Аккуратненько все распределяю. Сверху присыпаю грецкими орехами. И вот такая красота получилась. Можно сразу этот салат подавать к столу. Он очень сочный, вкусный, пикантный.
Салат получается нежный, воздушный, такой сочный. Обязательно его приготовьте и попробуйте. А я желаю вам приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Язикук «Позитивная кухня». Всем пока!